Всем привет! Последнее видео вызвало у вас огромный резонанс, под ним написали много комментариев. К сожалению, только не все правильно поняли его основной посыл. Основная идея была это не то, что возможно стану банкротом, так как многие люди, кто живет в городах и при этом имеют работу, находятся в более невыгодной ситуации, чем я. Особенно если есть ипотека, кредиты и живут от зарплаты до зарплаты. Не дай бог что-то случится и потеряют работу, то избежать банкротства будет очень тяжело. А я-то нахожусь еще в оптимальных условиях. Долгов у меня нету, но за исключением мотоблока, который взят в лизинг. Ну и самое страшное, что может случиться, это приедут, заберут его, и придется работать ручным инструментом. Крыша над головой у меня есть, с голода не помру. Да и в регионах работы всегда низкооплачиваемой хватает. Ну, конечно, заработать на ней не получится, а свести концы с концами. А идея видео была в том, что ведение учета помогает, нужно всегда делать все своевременно и всегда искать выходы из сложившейся ситуации. Ну, в любом случае, спасибо за ваши комментарии. Они вроде бы и не влияют на продвижение канала, но здесь в деревне порой бывает одиноко, и когда я читаю ваши слова поддержки, то они греют душу. А если хотите поддержать канал, то продолжайте и дальше смотреть мои видео. Только если включили, старайтесь не перематывать его, а смотреть от начала до конца, так как в противном случае алгоритмы YouTube перестают его рекомендовать новым зрителям и тем, кто не подписался и не нажал на колокольчик. Ну а для тех, кто хочет поддержать финансово, в описании канала я добавил реквизиты карты. Хотя, скорее всего, не во всех регионах она будет работать, так как виза, но через неделю добавлю еще систему МИР. Планировал в этом видео показать, как изготавливаю улья, но, к сожалению, не все всегда можно запланировать, особенно то, что не зависит от тебя. Заказал недостающие материалы, и обычно их привозят в срок 2-3 дня, а на этот раз там чего-то не оказалось в наличии и привезут только 10-го. Но в любом случае здесь работы всегда много.
сделал еще одно пчеловодческое приспособление, которое облегчит и ускорит работу. Ну, наподобие того, только то для сбивания рамок. Ну, а с помощью этого буду натягивать проволоку, а чуть попозже еще доделаю немного и на нем же буду и наващивать вощину. Рамок у меня и немного пока, только чуть больше 500, но в любом случае затраты на изготовление данного девайса окупятся уже в этом сезоне. А планирую же увеличивать пасеку каждый год, и объемы будут увеличиваться, а прослужит он, наверное, и 10 лет, если не больше, потому что изнашивающих деталей это здесь походу нету, ну, за исключением вот этой детальки. Да и то я ее сделал из более твердых пород древесины. Конечно, не самой твердой, которая есть в моем регионе, не из клена, а из березы. К тому же, если он и износится, то сделать его за 20 минут из дров, ну, либо наклею сюда какой-нибудь менее изнашивающий материал. Принцип работы его довольно прост. По сути, это просто держатель, который фиксирует рамки в одном положении относительно плоскости. Ну и натяжитель, который деформирует немного рамку, а позже, когда его отпустить, то это усиливает натяжение проволоки. Ну и держатель для самой проволоки. Кстати, может быть, кто-нибудь знает, где можно приобрести большие катушки с нержавеющей проволокой, чтобы хватило сразу на все рамки, да и по идее оптом же дешевле. Поделитесь, пожалуйста, контактами. Ролики, которые я видел во многих видео, облегчающие натягивание проволоки, делать не стал, так как в моих-то рамках-то и отверстий нету, куда ее вводить. Хочу использовать, по-моему, более эффективный метод натягивания, который позволит сэкономить ресурсы, затраченные на то, чтобы сделать отверстие, вставить туда втулки, либо понабивать скобы, чтобы проволока не врезалась в дерево, да и провести в эти отверстия проволоку довольно такой кропотливый труд. А хочу делать это при помощи степлера. Вбил здесь и скоб, и все. Такая идея мне показалась очень перспективной, когда я ее увидел первый раз у какого-то из пчеловода. Да вот только с ее реализацией возникли проблемы. Самые минимальные скобы нашел-то 13 мм. А мой степлер, как написано в инструкции, поддерживает от 14 до 40. Ну, в принципе, я попробовал. Он бьет, вот, порой пропускает, да, в принципе, не так и критично, можно будет повторно ударить. Но вот только если помните, боковая планка у меня 10 мм. И если ее прибивать, то, как говорил герой нашей Раши, начальником она вровень выпирает. И со временем эта скоба будет мешать в работе, можно будет от нее пораниться и порезаться. Да и к тому же я предполагаю, что возможно она будет перебивать проволоку, когда будешь завивать. Даже если и не будет, то со временем она ослабнет и возникнут проблемы, когда нужно будет ее натянуть. Но выход есть из любой ситуации. Но за исключением, когда на твою робовую крышку уже землю бросает, да и то под вопросом. Если забивать скобу под углом определенным, то она не вылазит с той стороны. Ну а здесь образуется такая петелька, в которой проволока будет свободно передвигаться. И когда она растянется, то достаточно будет отбить самую крайнюю скобу, которая фиксирует эту проволоку, подтянуть ее и забить обратно. Осталось теперь только решить задачку. Сделать приспособление, которое будет поддерживать этот угол постоянно, ну и помогать вбивать скобы ровно в середину планки. Хочу сделать из жести. Но более подходящего материала у меня нету. Хотя можно попробовать поскрести там по сусекам. Может, где и валяется какой-нибудь металл потолще. Но вот только инструмента нету, чтобы его обрабатывать. Ну а с жестью и ножницами-то я справлюсь. А проволоку достал. Хотел
оплетку освободить, чтобы сделать из нее направляющую для проволоки. Да вот смотрю, что скорее всего задумка не получится. Довольно плотно сидит. Было бы неплохо тросик какой-нибудь старый найти. Пойти посмотреть, может где в гараже валяется. Как-то погодка сильно переменилась. Было солнечно, красиво. А сейчас он какой-то ветер налетел, штормит. Боюсь, чтоб беды какой не наробил. Есть у меня вон деревце потенциально опасное, сухое. Если свалит его, то может улей с пчелами накрыть, баню. Но с другой стороны, вперед не нужно будет лезть. Ну, будем надеяться, что пронесет. Заскучал тут мой конь вороной. Но еще потерпи немного. Месяц, полтора, снег сойдет, морозы спадут, земля тает, и можно будет уже выезжать понемногу. Барахла много всякого, а ничего подходящего так и нет. Нашел какой-то короткий, старый. Но только посмотрю, удастся ли вытянуть его. Довольно так проржавел. Зря только гараж перерыл. Концы вроде бы и дергаются, да вот только вытащить невозможно. Ну, время ничего не щадит, а ему неизвестно сколько лет. А к тому же, походу, вода в него попала была. Потому что сам-то он весь эластичный. А вот в середине, в одном месте твердый. Аж ломается. Проржавел совсем. А так близко к успеху был. Ну, в принципе, будем решать задачи по мере их необходимости. Тросик-то пока еще не нужен был. Нужно сначала усовершенствовать степлер. Ну, задачка-то решаемая. Нужно сделать упор, который будет фиксировать степлер на определенной высоте и под определенным углом. А, ну еще сделать его симметричным, чтобы был на две стороны. Ну и самое сложное, наверное, это вымерять этот угол без надлежащего инструмента. Довольно быстро обошелся и без точных инструментов одной линейкой. Ну, высоту подобрал методом перебора. Пришлось, конечно, с линейкой долго повозиться и сделать несколько тестов и извести кучу скоб, но зато результат получился. А угол вообще взял просто и перерисовал на картонку. Склал, сделал симметрично, как делали в детстве снежинки. Вырезал, подогнал нужные размеры. О, ничего страшного, даже если испортишь картонку, можно быстренько новую вырезать, заменить.
Ну, осталось только это все теперь перенести на металл. И не понадобился металл потолще. Жесть она сама вроде бы и гибкая, но если загнуть ее под 90 градусов, то получаются такие ребра, которые делают изделие довольно жестким. Ну, современная машина-то и из более тонкого металла сделаны. Они болтаются же на ветру, ездят. А осталось только проверить, будет ли это все работать. Работать-то работает, да вот только бьет не ровно в середину, а на 2 миллиметра в сторону. Ну, по сути-то можно было 2 миллиметра на погрешность писать. Да вот только для пчел 2 миллиметра это треть их роста. Нужно точно делать. Ну, благо только что не придется все переделывать. Жесть довольно такой податливый материал. Достаточно будет только ребра немного поперегибать. Закончил настраивать инструмент. Где-то около часа провозился, чтобы позъебать эти жестянки и выставить, чтобы правильно работал. Ну а потом еще где-то час доделывал, а потом еще часа полтора учился на нем работать. Как оказалось, не так все просто, как казалось. Но зато сейчас вроде бы немного набил руку, изучил практически все нюансы и стало так более-менее получаться. Из доделок в стол вкрутил саморезы, которые задерживают степлер в необходимом положении. Сделал такой направляющий держатель для проволочки, который фиксируется по принципу клипсы. Ну и по такому же принципу зафиксировал тросик. Ну и еще добавил небольшой брусок, который удерживает предохранитель в необходимом нажатом положении. Ну а здесь прикрутил кусочек жести, который удерживает второй конец тросика, ну и заодно прижимает катушку, чтобы та самопроизвольно не разматывалась. А тросик взял от машины. Ну, не с самой снял. Вспомнил, когда ее покупал, дали в придачу кучу запчастей, а среди них как раз оказалось два тросика, и один из них был бэушный со сломанным червяком. Вот сюда и пригодился. И в итоге вот что получается. Сейчас покажу весь процесс с начала до конца.